черный смешать с желтым, то у нас не будет желтого и черного. Привет, друзья! И с вами сегодня... Как там? Давид художник. Да. Давид художник. Привет, привет, мои хорошие художники, мои талантливые. Рада снова с вами сегодня встретиться. У нас сегодня, как всегда, интересная тема, увлекательная, которая называется «Предметы в композиции могут выходить за край листочка». Предметы в композиции могут выходить за край листочка. Это касается... А вы помните, когда черный цвет может колосики есть? Да, а помните, как черный цвет может съесть краску? Так говорят художники. Черный цвет может съесть любую краску, которую мы положим на него. И красную, и желтую. Ну, белую нет. Белая такая покрывчая краска конкретно, а другие цвета может съесть. Вот детки это запоминают, им это очень нравится. Хорошо. Значит, тема у нас сегодня говорит о чем? О том, что к предметам может относиться любой элемент. Птица, животные, цветы, все, что вы рисуете, может выходить и Божья коровка, и слон, все, что вы рисуете, может выходить за край листочка. Покажу вам образец. Ну, давайте сегодня с вами нарисуем декоративных птичек. Вот смотрите, допустим. Вот у нас идет птичка. Одно крылышко птички у нас лежит на листочке, а второе крылышко ушло. Листочек заканчивается, а крылышко уходит. Мы его как бы не дорисовываем. Видите? Обратите внимание, крылышко ушло, улетело туда. Крылышко за край листочка. Это значит клювик, да? Нам клювик всегда расскажет о том, что это все-таки птичка. Клювик и глазик. Вот одна птичка у нас готова. Давайте мы другую птичку в нашем листочке в композиции нарисуем другим цветом. Я так не умею. Да. Вот так птичку. Да, а Давид потом будет эту птичку у нас оформлять декоративными элементами. Итак, вот птичка номер 2, допустим. Вот это у нас основа, силуэт птички. И вот одно крылышко у нас еще поместилось на листочке, а второе крылышко не помещается. Значит, оно уходит за край листочка. Мы его как бы рисуем раз, и крылышко наше ушло. Вот как интересно. Крылышко этой птички ушло в ту сторону, крылышко этой птички ушло в эту сторону. Что? А Давид сейчас будет рисовать декоративные кружочки синим маркером. Разукрашивать. Ну, вот я вам говорила, детки, слово разукрашивать это не художественный термин. Обычно художники говорят не разукрашивать, а заливать в цвете. Заливать в цвете. Разукрашивать, говорят, совсем маленькие детки, а мы же с вами взрослые художники. И мы с вами говорим заливать в цвете. Значит, синяя птичка у нас ушла вообще. Вы видите, в краюшку. От нее остались, говорится, рожки до ножки. Ну, тут не рожки до ножки, а осталась голова, красивый клюв. Все остальные элементы ушли за край листочка. Не хватает нам клюва. Если мы рисуем клюв, мы сразу видим, да, мы сразу видим, что это у нас птичка, птичка, птичка. Итак, 3 птички. Можно, конечно, глазики, клювики, это все говорит нам, что это птички. Мы видим крылышки, да, 3 декоративных птицы. Декоративных. Не похожие ни на кого. Вроде бы да, вроде бы это ворона, а вроде нет. Декоративная сказочная птица. Мы как художники, мы сказочники, поэтому можем сами придумывать себе птиц, какие они будут, придумывать сказки. Да? Все элементы у нас красивые, яркие, интересные. Все, нарисовали мы с вами птичек. Сразу мы сегодня рисовали маркерами, без карандаша. Это тоже допустимо в работе художника использовать сразу маркер, как бы смелость такая. Да? Маркер не позволяет нам вытирать какие-то элементы. Мы рисуем смело, точно, попадаем и ни за что не переживаем. Как и должно быть. Теперь у меня вот тут прозрачная красочка, неоновая. Я это случайно сделала. Да, ничего. У нас, как у художников, все будет хорошо. Мы все
Все, что случайно, мы сможем сделать потом закономерно. Теперь мы берем с вами спонжик. Вы можете взять обыкновенную кисточку и спонжиком закрываем весь фон розовой красочкой. Вот, обратите внимание, что наша... Вот я сейчас Давиду дам, вот он получит удовольствие. Держи спонжик. Закрываем правильно маркеры. Спонжик, да, мы окунаем в красочку и полностью закрываем весь листок розовой краской. Обратите внимание, краска прозрачная, поэтому наши птички не потерялись. Помните, у нас было такое выражение? Потерялись, да, элемент, потерялся элемент. А вы помните, когда кошки наши потерялись, когда вы фанушку нарисовали? Помните? Бывает, что элементы теряются, то есть детки их закрашивают в цвете, и мы их не видим. Это говорит о том, что мы их потеряли. Здесь мы их видим благодаря тому, что красочка наша прозрачная. Вы можете использовать в работе акварель. Акварель такая же прозрачная краска, как и жидкий акрил. Помните, мы с вами говорили, что акварель, аква от слова водичка, это красочка, которая любит воду. И вот она тоже рисует прозрачно на водянистой основе. Возьмите, детки, дома акварель, если у вас нет жидкого акрила. Вот как красиво. Мы с вами покрыли работу розовым цветом. Это один из приемов. Иногда, да, иногда художник рисует на белом фоне, как мы же с вами рисовали. Иногда художник полностью закрывает весь формат каким-либо цветом. Мы с вами уже закрывали формат черным цветом. Сегодня мы выбрали яркий, розовый, красивый, флуоресцентный цвет. Ну, мы художники, мы имеем право экспериментировать от черного к ярким, флуоресцентным тонам. А теперь самое интересное. Вот как я вам говорила о экспериментах, да, в магазинах продаются такие, вот их используют при надувных шариках, в праздниках раскидывают конфетти. Мы с вами, пока у нас красочка мокрая, конфетти они очень легкие, податливые, мы приклеим в некоторых местах на мокрую красочку декоративные кружочки. Возьми, Давид. Это говорит о том, что художник имеет право дополнять свою работу, не только работать в цвете и красками, но еще использовать и другие элементы. Использовать аппликацию в работе. Берем кружочек и приклеиваем на мокрую красочку. Красочка пока мокрая, она отлично приклеивает такие легенькие предметы в виде конфетти. Там, где продаются в магазинах шарики, праздничные наборы, связанные с днем рождениями, там можно и купить разной формы, разного цвета вот такие вот наклеечки. Они очень хорошо клеятся на мокрую краску, и на акварельку, и на гуашку, и на жидкий акрил. Ну, конечно, пока красочка у нас еще не высохла. Если она высохнет, она уже не приклеится, она будет сухая. Вот, а деткам очень нравится. Это и моторика, и работа пальчиками, и они выкладывают декоративную аппликацию. Это развивает и мышление ребеночка. Смотрите, как красиво. Вот мы оформляем своих чудо-сказочных птичек. Какие же это вороны? Это чудо-сказочные птицы. Какие они красивые. Держи. Давид, пока мокрая красочка, быстренько. Еще пооформляй крылышки, пооформляй птичек, еще поприклеивай декоративные наши элементы. Вот, основа нашей композиции готова. Да, теперь мы возьмем с вами разного цвета краски, хроматические, как мы с вами уже говорили. Все цвета радуги, кроме белого и черного. Белый и черный – это ахроматические цвета. Мы с вами берем все цвета радуги, хроматические цвета. Умничка, на, бери вот сюда. Вот тут весь уголочек, солнышко, ты должен заклеить. Понял? Аккуратненько. Ой, как. А сколько удовольствия, а сколько счастья. Вот я тебе кусочек еще раз красочкой заполнила, закрыла, а ты его... Ой, детки любят очень и сочетание аппликации и живописи. Так вот, мы берем с вами хроматические цвета, все цвета радуги. И по нашему желанию, по художественному вкусу, по нашему внутреннему пониманию, как я деткам говорю, по внутренней песне, у нас же душа поет, мы разрисовываем своих птичек. Вот как поет душа.
как нам хочется. Конечно, на цветном фоне шикарно смотрятся белила, белый вот так цвет. поют. Да. Да, птички как поют? Пи-пи, вот наши птички поют, и душа наша поет, птички наши поют. Да, Давид? Да. Вот белый цвет на разноцветном фоне, на ярком смотрится всегда великолепно. Белый цвет на белой бумаге не смотрится вообще, как вы понимаете, потому что бумага белый цвет белый, он теряется. На покрашенной бумаге он всегда смотрится шикарно. Пусть у нас это крылышко будет одно белое, второе крылышко, которое уходит за край листочка, мы с вами уже говорили, тоже беленькое. Ну, это моя песня, моя. А вот какая ваша песня, о чем ваши птички поют, вы уже как художники должны придумать и сочинить сами. Давид, какую птички песенку поют? Расскажи. Не расскажи, спой. Спой, какую птички песенку поют? Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Да, классно. А еще? Все? Хорошо. Я не знаю, конечно. Забыл. Как там? Да, вы напишите в комментариях, как вы думаете, о чем поют птички? О чем они поют? О чем они разговаривают? Какие они могут вести беседы? Они разговаривают, то есть это типа такие летят и показывают. Так они могут Ой, разговаривать. классно. Они могут показывать друг дружке дорогу, куда лететь. О чем они еще могут разговаривать? Где найти покушать, да? И Ага. всегда тоже, особенно те птички, которые живут А я когда-то видел, что на птички улице. один. Да. Ну, я когда-то видел, что там была мама и папа птичка, и их две ножках они залезали в трубу на даче. Да, у нас на даче ласточка свила гнездо. И вот папа с мамой кормили своих деток. Это так забавно, Так. когда детки ждут папу и маму, да, открывают, вы, наверное, видели, да, широко клюв, вот А как кстати, эта птичка Кстати, наша. что мне все делать? И кричат изо всех сил, Что мне делать? и просят кушать. А вот эти птенцы также кричат и тоже просят, да? Что мне делать, Макс? Так, теперь это твое крыло. Вот это твое крыло, которое выходит за край, это твоя ответственность. А это же наверное, Возьми красный цвет, красный, и аккуратненько за край крыло, которое у нас уходит за край листочка. все такие? Вот только одно крылышко. Хорошо. Давайте мы фон с вами оставим фоном, а заливать в цвете будем только птиц, да, чтобы у нас потом не было путаницы, а четко было фон розовый. Птицы у нас могут уже быть разного цвета, пестрые, разноцветные, полосочку, кружочек. Все, мы уже проявляем творчество, как нам хочется, да. Вот очень хорошо, крылышко будет красное. Одно крыло может быть белым, второе крыло может быть красным, а почему бы и нет? Если наши с вами птички сказочные, если они удивительные, необычные, то и крылья могут быть у них разного цвета. И это даже очень хорошо. Это называется мыслить неординарно, креативно. Не так, как мы привыкли видеть. Художник должен развивать мышление креативное, творческое, Что не все похоже, теперь делать? чтобы всегда быть интересным. Что все теперь делать? Так, теперь это полностью красное крылышко. Вот мне захотелось, я пока с вами общалась, Я захотелось, чтобы хвостик у нас Это был нужно синий. закрашивать? Да, вот какой у нас хороший Я хочу синий вот этим хвостик. коричневым. Хочу коричневым. Хорошо, имеешь право полное, пусть будет коричневый. Так, а у нас еще сиреневый есть. Сегодня можно брать открытый цвет из баночки, то есть не смешивая. Если мы смешиваем цвет на палитре, мы с вами говорили, мы его называем смешанным. Если мы берем чистый цвет из баночки, мы его называем открытым. Вот мы сегодня с вами берем открытый цвет, потому что у нас яркие декоративные птицы, яркий фон. Тут можно брать яркие цвета, которые у нас Кстати. имеются в наличии. При желании можете, конечно, посмешивать. А знаете что? Такие
пятнышки Я хочу- поставлю на крылышко. Мама, я хочу Да. ребят что сказать. А ну говори, ребятам, говори, что ты хочешь сказать. Ребята, а знаете что? Если черный смешать с желтым, то у нас не будет желтого и черного. Вот это вывод, класс. Сколько я работаю художником, такой вывод я слышу впервые. Я думала, какой же будет цвет? Наверное, охра. Правильно, если мы смешаем два цвета, у нас будет ни того у нас не будет. А будет какой? Напишите в комментариях, детки. Если мы смешаем черный и желтый, какой мы получим цвет? А вот если вы не знаете, проведите эксперимент. Возьмите дома черный, возьмите желтый, смешайте, и вы четко увидите, какой же цвет вы получите. Вот. Когда я смешал, смотри, как у меня оранжевый получился. Да, и даже вода, отлично, крыло. Очень хорошо. Вот у нас еще осталась одна птичка. Что еще мне делать теперь? Вот это крылышко, Давид, ты достанешь. Его нужно вот такими вот движениями, художники называют это мазочком, такими вот движениями положить украшение, украсить перышки декоративными Все мазочками. украсить, все так? Да, только перышко, только перышко. Так, мы сейчас занимаемся второй птичкой. Ну, вы уже, детки мои хорошие, поняли, у нас пошла с вами свобода, полная свобода. буду Даже сидеть. нам хочется, нас душа поет, нам с Давидом хорошо и весело, и очень нравится рисовать. Мы берем вот желтый, обратите внимание, желтый на малиновом смотрится интересно. Такой интересный цвет, ну, приятный. Как же его назвать? Это даже не охра. Это желтый с малиновым, что-то такое интересное получается. Так. Белый клювик. Давид молодец. Старается, пыхтит аж. Молодец. Так. Раз. Два. И последний? Три. Ну, вот так вот. Вот так вот мы с вами молодцы. Птички у нас читаются. Читаются, так говорят художники, когда хотят подчеркнуть или спросить, что птичек видно, они не потерялись, мы можем с вами прочитать или увидеть, что их три. Раз, два, три. Мам. Можем. Значит, работа Что теперь удобно мне делать? читаемая. Что теперь Я мне думаю, делать? что на этом можно нашу работу с вами уже и завершить. Еще раз повторю, тема у нас сегодня была о том, что элементы могут можно я- выходить за край Мам, листочка. Вот это будет уходить. белым, а можно? Мама, а можно вот это будет белым, а вот это все коричневым? Да, давай, можно. Ну, конечно, нам можно все. Мы же художники. Коричневый, значит коричневый. Напишите в комментарии, как получить коричневый цвет, если его нет в наличии в баночках в нашей коробочке. Напишите, как мы получаем коричневый цвет. Это нужно чем-то И смешать. еще, деточки, о, как красиво, Давид, супер. Ты дополняешь прям работу художника. Еще лучше. Вы смотрите, как шикарно, как красиво, умничка. Деточки уже в таком возрасте очень хорошо попадают в линию. Да? Ты мне молодец. Давид художник. И здесь просится, если тут охра, и на этом крылышке, Давид, просится охра. Давай мы вместе положим. Ага. Вот этот цвет называется охристый. Такой между коричневым и желтым. Ты тут положи, а я вот здесь положу тоже. Хорошо. Я синим буду теперь. Давай, давай. Буду разноцветным. Детская фантазия, детская песня внутри, она уникальная и особенная. Вот посмотрите, как ребенок работает смело. Охристый, рядышком ложит голубой, не боится, нет у него таких вот, как у взрослых у нас, ну, если там одного цвета, то все одного цвета. У детей этого Мам, нет, у них теперь особая вот это свобода. И у взрослых есть чему у детей поучиться. Мама, вот это я тоже сейчас сделаю. Давай, будет умничка, будет очень красиво. Вот, а мы взрослые учимся свободе, легкости, к мышлению непосредственному. Видите, как интересно?
Поэтому, когда рисуют детки, это особое удовольствие и особая красота, чего взрослые часто повторить не могут. Это связано с опытом, с нашими вкусами, да? Ага. Очень хорошо. Ну, я думаю, на этом этапе можно уже работу завершить. Давид будет дорисовывать работу. Мы с вами уже можем на короткое время попрощаться. Ага. Спасибо вам, мои дорогие, за участие, за то, что вы сегодня были с нами. У нас сегодня получилась очень интересная, живая, сочная работа, которую действительно можно назвать песня. Песня и на тему «Выход за край листочка». Запомните, что этот прием часто используется. Я потом вам покажу, как я зарисовал. Да, а потом, когда Давид нарисует свою работу, он вам покажет, что же у него получилось. Ну все, до скорой встречи, мои хорошие. Пока-пока.